Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. «Газпром» тихонько похоронил турецкий газовый хаб, о котором мечтал Путин, пишет Bloomberg. Владимир, действительно, мы что-то давно не слышали о турецком газовом хабе. Как он поживает? Что-нибудь делается ли? И как там себя чувствует в газовом смысле повелитель помидор Эрдоган? Ну, газовый хаб – это такая штука интересная, она как газ. Вроде как есть, но если посмотреть, то не видно. Ну, а если серьезно, то, скорее всего, эта история умерла так и не родившись, потому что уж слишком много противоречий при его создании, и уж слишком много Россия потеряла бы, если бы эта штука действительно как-то реализовалась. Ну, прежде всего, что такое газовый хаб? Прежде всего, наверное, это вопрос торговли газом и ценообразования на этот самый газ. То есть мы знаем там нидерландский газовый хаб ТТФ, потому что прежде всего именно там происходит процесс ценообразования на газ, причем это тот хаб, который формирует цену для всей Европы. У Турции довольно закрытый внутренний рынок, есть целый ряд финансовых и других ограничений, поэтому трудно было бы предположить, что вот этот основной признак газового хаба, а именно формирование цены на газ, которые будут прислушиваться в Европе, в этом турецком газовом хабе появился бы. Ну, а, собственно говоря, отсутствие этого ключевого момента и лишает всю эту историю всякого смысла. Получается, что турецкий газовый хаб – это скорее хотелка Турции стать своего рода таким распределителем газа, который поступает в Турцию прежде всего из России, с перепродажей его в Европу, ну, естественно, соответствующей наценкой. Ну, а это мало похоже на хаб, это вот как раз именно похоже на турецкий помидорный рынок, где там по 5 купил, по 10 продал, все довольны. Покупатели получили помидоры, продавцы от них избавились, ну, а я как посредник заработал на переходе помидоров из рук в руки свою денежку. Турция действительно сейчас стала таким своего рода окном в Европу для поставок газа, потому что фактически российский газ заходит в Европу исключительно через Турцию. Ну, я имею в виду трубопроводный газ. То есть, соответственно, по дну Черного моря идут два газопровода. Это Голубой поток и Турецкий поток, которые, соответственно, заходят в Турцию. Турция из этого объема отбирает там свои сколько там, 30 миллиардов, а все остальное идет в Европу, прежде всего в Южную, для снабжения тех потребителей, которые готовы покупать российский газ. Там, Венгрия, там, Словения, Сербия и так далее. Собственно говоря, вот как бы и весь смысл этого газового хаба, по большому счету, стать неким центром формирования цены для всей Европы он не сможет. Плюс ко всему, хаб предусматривает некую возможность удовлетворения спроса покупателей, а их в Европе достаточно много, и объем потребления газа в Европе, несмотря на падение этого спроса и там, отказ от углеводородного топлива, сокращение потребления там, и так далее, тем не менее объемы потребления достаточно высоки. И если они будут расти, соответственно, хаб должен предоставить возможность эти потребности удовлетворять. А Турция не сможет этого сделать хотя бы по техническим причинам, потому что объемы газа, прокачиваемого через трубопроводы, которые в настоящий момент существуют, они конечны. И, в принципе, они как бы близки к исчерпанию свободных мощностей. Поэтому дать Европе больше, чем есть в настоящий момент, Турция, в принципе, технически сможет, но не намного. И это тоже, в общем, лишает всю эту историю смысла, потому что, действительно, сейчас на данном этапе это получается, как бы некая транзитная страна, которая перепродает газ и имеет на этом свой какой-то гешефт, чем она и довольна. Сделать из этого что-то большее, наверное, в текущих условиях мало реально. Плюс еще есть политический фактор. Турция, прямо скажем, не самая дружественная по отношению к России страна, что, в общем, за всю историю наших с Турцией отношений не раз было доказано. Мы с Турцией были, как сказать,
деловыми партнерами без излишней любви, так и, собственно говоря, прямыми врагами, а уж количество русско-турецких войн на протяжении российской посчитать можно, но в общем, объемы их достаточно велики, и последствия их были достаточно трагичны. Опять же, у нас в Турции есть целый ряд противоречий по поводу взглядов на ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, на ту же самую Сирию, на курдский вопрос. Поэтому, скажем, говорить о том, что Турция – это наш прекрасный деловой партнер, с которым никогда не было сбоев, и формировать там какой-то вот этот газовый хаб в расчете на его долгую работу в связи с тем, что Россия с Турцией являются прям друзьями, партнерами, и никаких проблем с этим не будет, ну, надеяться на это по меньшей мере наивно. Тем более, что Турция, она скорее страна-то прозападная, проамериканская и, можно сказать, пронатовская. Соответственно, делать Россию заложником позиции Турции, которая может измениться в любой момент, и ставить в зависимость от этой позиции наши газовые интересы в достаточно больших объемах, ну, решение такое, так себе, прямо скажем, не очень дальновидное. Поэтому, собственно говоря, и понятно, что история с газовым хабом, походив по страницам СМИ, в конце концов как-то сама собой затухла, потому что, в принципе, наверное, и изначально было понятно, что история, это, скорее всего, не жизнеспособная. Ну, а дальнейшее развитие событий показывает, что Турция максимум сможет стать, наверное, вот такой вот, вернее, сохранить свои позиции транзитной страны, и не более того, а сформировать на территории страны газовый хаб, равноценный ТТФ, ну, это вряд ли возможно, во всяком случае, по-моему, не в ближайшие десятилетия. Продолжение данной темы, ведь в Турции скоро должны запустить АЭС, которая снимет очень большой объем потребления газа для генерации электроэнергии. Сможет ли высвободившийся газ пойти на рынок Европы или это другой газ? В принципе, это, конечно, какое-то количество газа высвободится, но нельзя забывать, что Турция все-таки страна с довольно энергично растущей экономикой, даже несмотря на инфляцию, даже несмотря на экономические курсы Эрдогана, которые оппозицией изрядно критикуются, но так или иначе страна действительно развивается, причем достаточно быстро. Соответственно, развитие страны влечет за собой увеличение потребления энергии, поэтому даже если, вернее, не если, а когда будет запущена эта АЭС, так или иначе все равно нельзя сказать, что это высвободит какие-то колоссальные объемы газа, которые можно будет запихнуть в Европу, и Европа это возьмет с огромным удовольствием. Ну, даже если, предположим, высвободится там какой-нибудь миллиард кубометров газа, по европейским меркам миллиард – это ни о чем. Ну, миллиард – это потребление, например, Приднестровьем в течение года. Ну, вы представляете себе размер Приднестровья, а также размер промышленности этой республики. Поэтому, ну, вот получается такая как бы статистическая погрешность, которая кардинально на положение Турции на газовом рынке Европы не сильно повлияет. Ну и, кстати, хотел бы упомянуть вот эти вот регулярные заявления Эрдогана по поводу очередных колоссальных запасов, найденных в Черном море. Это тоже не сильно спасет Турцию от статуса импортера газа, потому что, ну, во-первых, все эти заявления зачастую носят довольно пиаровский характер, и каких-то стопроцентных подтверждений наличия запасов, о которых регулярно докладывает Эрдоган, их нет. А во-вторых, ну, газ – это такая штука, которая не начинает производиться по щелчку пальцев, тем более, что все эти открытия, они в основном находятся в шельфовой зоне. А добыча газа на шельфе – это всегда трудно, долго и дорого. Поэтому говорить о том, что в ближайшее время Турция полностью закроет свой собственный внутренний спрос своей собственной добычей, а все, что заходит в страну из других стран, ну, с точки зрения газа, она будет транзитом отправлять в Европу, это тоже мало реально. Ну и плюс ко всему, опять же, вернемся к вопросу инфраструктуры. То, что уже построено, оно, в принципе, может еще принять какие-то дополнительные объемы газа, но не сказать, чтобы сильно большие.
То есть для того, чтобы двигаться дальше, нужно расширять эту инфраструктуру, а строительство газопроводов, тем более подводных, это миллиарды и миллиарды. Кто сейчас готов инвестировать в эту инфраструктуру? По-моему, никто. Все-таки Турция же получает не только из Российской Федерации газ, там вроде как иранские поставки, вроде откуда-то еще Эрдоган получает газ. Да, совершенно верно. Турция получает газ из Ирана, из Азербайджана. Плюс ко всему, Турция получает определенные объемы СПГ из, в том числе, например, из США. Но, опять же, во-первых, часть этого газа потребляется самой Турцией. Во-вторых, то, что заходит, идет транзитом в Европу. Тут возникает вопрос к тем странам, которые поставляют газ в Турцию. Сможет ли Азербайджан кардинально увеличить объемы добычи и поставок газа в каком-то обозримом будущем? В этом есть большие сомнения. А у Ирана, собственно, у самого периодически возникает проблема с внутренним потреблением газа, потому что, опять же, несмотря на санкции, экономика развивается, а любая растущая экономика требует энергии, а энергия вырабатывается прежде всего из газа. Это, собственно, у нас основное топливо для производства электроэнергии, плюс это Европейской комиссии в том числе принято, что это основное топливо энергоперехода, поэтому, собственно, любой рост экономики связан с ростом потребления энергии и, соответственно, ресурсов для производства этой энергии. Поэтому говорить о том, что Иран в какое-то ближайшее время тоже сможет увеличить поставки газа в Турцию, ну, это тоже довольно сомнительно. Иран сейчас сам закупает газ, в частности, например, у России. Финализируя данный вопрос, Российская Федерация, в принципе, может поставлять огромное количество газа, перенаправляя его по своей территории за счет единой магистральной системы. В Иране тоже, в принципе, имеются перспективы для роста. Но газ не только нужно добыть, но его еще нужно доставить. Строятся ли какие-то магистрали, может, имеются какие-то реальные планы по строительству, расширению, допустим, газопровода из Азербайджана в Турцию, или это все россказни? Пока каких-то кардинальных изменений на газовом рынке с точки зрения создания инфраструктуры мы не видим. То есть есть какой-то периодический возврат к каким-то старым проектам, типа вот этого газопровода из Катара через Сирию, или там, а давайте-ка, может быть, вернемся к обсуждению проекта Набуко. Но пока все это находится в стадии переговоров, и причем настолько эфемерных, что вряд ли стоит предполагать, что в ближайшее время хотя бы какие-то практические наметки для реализации чего-то масштабного появятся. Потому что все эти газопроводы – это колоссальная стоимость, и сейчас, особенно в том случае, если это касается участия целого ряда стран в строительстве этих газопроводов, как правило, в конце концов, желающих не находится. Поэтому говорить о каких-то масштабных проектах, которые кардинально изменят газовую картину мира или хотя бы Европы, ну, пока этого не происходит. Все находится в стадии обсуждений до, так сказать, не то что финального подсчета инвестиций, вообще как бы до подписания каких-то документов, по-моему, даже не дошло. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Крайне рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет
того, что у нас имеется страница на sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.